Здравствуйте! Сегодняшний выпуск будет посвящен новинкам моей коллекции винила, альбомам, которые я получил в качестве подарка от своих американских друзей по Фейсбуку. И начну я свой рассказ с альбомов, подаренных мне моим старым добрым другом Крейгом Муром, ветераном гаражного рока. Свой обзор я хочу начать с последнего студийного альбома группы Rolling Stones. Альбом Hackney Diamonds был выпущен в прошлом 2023 году. Об этом альбоме уже написано и сказано очень много, и поэтому я ограничусь кратким описанием. Hackney Diamonds – это 24-й британский и 26-й американский студийный альбом английской рок-группы Rolling Stones, выпущенный 20 октября 2023 года. Это первый альбом Rolling Stones с оригинальным материалом за последние 18 лет и первый после смерти барабанщика Чарли Уотса в 2021 году, который записал партии барабанов на некоторых треках в 2019 году. Продюсерами альбома выступили Эндрю Отт и такие звезды шоу-бизнеса, как Элтон Джон, Леди Гага, Пол Маккартни, Стиви Уандер и бывший басист Rolling Stones Билл Вайман. Альбом получил положительные отзывы, а некоторые критики считали Hackney Diamonds сильнейшим альбомом группы за десятилетие. Альбом достиг первого места как минимум в 19 странах, включая Великобританию, Австралию и Германию. В Великобритании это был их 14-й альбом, достигший вершины чартов. В список 100 лучших альбомов года по версии журнала Rolling Stone этот альбом занял 65 место. Критики писали об этом альбоме: Hackney Diamonds напоминает момент в конце 70-х, когда Rolling Stones за короткое время были воодушевлены приходом панка. Джаггер звучит молодо и увлеченно, совсем не похоже на Джаггера, которого вы слышали на альбомах Стоунсов в 80-х и 90-х годах. Кит Ричардс редко звучал так нормально, его соло отличается условностью и эффективностью. Возможно, это и не заслуга продюсера Отта, но он очевидно осознавал, что аудитория 21 века хочет, чтобы Rolling Stones звучали как Rolling Stones. Блеск припевов композиции Angry и Deepin' on You, обе написаны в соавторстве с Уоттом, предполагает присутствие человека, который знает, как создавать современные хиты. Приглашенные для записи этого альбома звезды, если не считать Леди Гаги, держатся подальше от микрофона и кажутся счастливыми на заднем плане. Маккартни исполнил относительно ненавязчивую басовую партию в треке Bite My Head Off – «Откуси мне голову», а Элтон Джон и Стиви Уандер работали на клавишных. С такой поддержкой со стороны группе удалось записать действительно хорошие песни, хотя в недавнем интервью новый барабанщик Стив Джордан пожаловался, что песни были слишком попсовыми, а приглашенные звезды были лишними. Тем не менее, группе удалось создать редчайшую вещь – современный альбом Rolling Stones. Но как написали об этом альбоме Pitchfork, это именно тот альбом, который можно подарить отцу средних лет, находящемуся в стадии развода, который ищет направление, мчась по городу на своей спортивной машине после раскола, выслушивая антиромантические разглагольствования группы Rolling Stones. А вот журнал Rolling Stone написал об этом альбоме так: это не просто еще один новый альбом Стоунсов, это яркая, сплоченная пластинка, первый альбом группы за много лет, который вам хочется прослушать несколько раз, прежде чем отправить его в архив. И безусловно приятно, что этот альбом – это не самоанализ в почтенном возрасте, который можно услышать в последних записях некоторых звездных коллег Rolling Stones. Как отметил в 2010 году корреспондент The New Yorker Дэвид Ремник, Stones заработали $2 миллиарда за предыдущие 30 лет, в основном благодаря дорогостоящей синхронизации пива и программного обеспечения. Следующей новинкой моей коллекции стал сингл с двумя песнями группы Beatles. Этот сингл, как вы знаете, вышел в прошедшем 2023 году. Как только появились сообщения о его выпуске, я очень мечтал его купить, но у меня не было такой возможности. И вот сейчас этот сингл подарен мне моим другом. Я очень рад, что этот документ, исторический уже можно сказать документ, и технически
очень необычный документ. Это эхо ушедшей фантастической эпохи рока, ставшего на сегодня классикой. На сингле, выпущенном 2 ноября 2023 года, две песни «Now and Then», названная последней песней Beatles, новый стереомикс на первый сингл группы «Love Me Do» 1962 года. «Now and Then», «Тогда и сейчас» — это баллада в стиле софт-рок, которую Джон Леннон написал и записал на магнитофон в своем доме в Дакоте, в Нью-Йорке. Примерно в 1977 году, как сольное домашнее демо, но так и не закончил его. Песня «Сейчас и тогда» была взята с домашней кассеты, которую Йоко Оно подарила Полу, Джорджу и Ринго после смерти Джона. Запись пылилась на полках, пока оставшиеся в живых коллеги Леннона по группе Пол Маккартни и Ринго Старр не завершили ее, используя наложения и гитарные треки Джорджа Харрисона с прерванных сессий 1995 года. В финальную версию сингла вошли дополнительные слова от Маккартни. Голос Леннона был извлечен из демо с помощью новейшей технологии восстановления звука, заказанной Питером Джексоном для его документального фильма 2021 года. Фильм назывался «Beatles. Возвращение». Джексон также снял клип на песню «Now and Then». Песня получила признание критиков, которые сочли ее достойным финалом для Beatles. Песня возглавила чарты Великобритании, Германии, Австрии и вошла в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Ирландии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии и США. Пол Маккартни и Ринго Старр осуществили проект по завершению песни, оставленной их двумя товарищами, с полного одобрения Шона Леннона, Йоко Оно и Оливии Харрисон. Шон Леннон говорил: «Было невероятно трогательно слышать, как они работают вместе после всех лет отсутствия папы. Это последняя песня, которую моему отцу, Полу, Джорджу и Ринго удалось написать вместе. Это похоже на капсулу времени, и кажется, что это все так и должно быть». The Guardian написали об этой песне. Демо Леннона было заброшено в 90-е годы из-за технических трудностей. С небольшой помощью искусственного интеллекта и новым вокалом Пола Маккартни песня становится трогательной данью связям группы. Когда в середине 90-х оставшиеся в живых члены группы Beatles пытались переработать песню «Сейчас и тогда», на тот момент вокалы Леннона и фортепиано нельзя было разделить для нового микса. Все участники работы над записью явно приложили максимум усилий, используя доступные технологии. Но нельзя обойти стороной тот факт, что голос Леннона стал звучать призрачно. А Джордж Харрисон называл песню «Сейчас и тогда» чертовой чушью. Харрисон не был уверен в самой идее переделки этого материала Леннона. «Я надеюсь, что кто-нибудь проделает то же самое со всеми моими дерьмовыми демо после моей смерти и превратит их в хиты», заметил Джордж Харрисон впоследствии. Слушая песню «Сейчас и тогда», трудно понять, в чем заключались возражения Харрисона с чисто музыкальной точки зрения. Задумчивая фортепианная баллада определенно несет в себе большой эмоциональный заряд. В песне звучат слова: «Время от времени я скучаю по тебе. Время от времени я хочу, чтобы ты был рядом». Трогательное звучание соло на слайд-гитаре в стиле Харрисона сыграл Маккартни, а фактическое присутствие Харрисона на записи ограничивается электро- и акустической ритм-гитарами. Современные достижения в области технологий решили проблему с вокалом Леннона. Но возникла другая потенциальная проблема с вокалом. В 80 лет голос Маккартни значительно постарел с тех пор, как оставшиеся Битлз последний раз собирались. Ну и здесь современные технологии и умные аранжировки пришли на помощь. Как вспоминал продюсер этой песни Мартин, Пол полностью все организовал, но когда Пол дал мне запись, он изменил структуру песни, исполнил гитарное соло и почти полностью записал вокал и гитары, а я просто добавил вместе с ним несколько дополнительных фрагментов. В качестве красивой сложной детали был смешан бэк-вокал из 3 оригинальных классических композиций Beatles. Для этого были взяты лишь небольшие элементы из песни Элеонора Ригби «Here, There and Anywhere» и немного с песни «Because». Многие поклонники группы Beatles безусловно были рады этому выпуску, хотя некоторые критики все-таки задавались вопросом: а для чего он нужен? Выпустили его явно не из-за денег, в которых оставшиеся в живых члены группы Beatles явно не нуждались, да и справедливо ли и честно было выпускать эту запись под брендом Beatles?
Некоторые критики утверждают, что настоящая причина появления этого сингла кроется в Маккартни. Ни один участник группы Beatles так не старался изо всех сил сохранить группу и не выглядел более разбитым из-за распада ее, как Пол. Маккартни не забывал постоянно напоминать в своих интервью, что группа до конца оставалась сплоченной, независимо от того, что происходило за ее пределами, и что он и Леннон снова стали друзьями на момент смерти Джона. Теперь Пол Маккартни и Ринго Старр завершили работу своих друзей. В журнале Rolling Stone написали об этом сингле. Now and Then – настоящая песня Beatles. Слышать, как Джон и Пол поют вместе первый припев, когда они замыкаются на строчке «Время от времени я скучаю по тебе». Это по меньшей мере очень мощно. Их голоса сливаются в задушевное признание взрослой тоски под гитару Джорджа, а Ринго играет на барабанах. В вокале Джона нет ничего подделанного, добавленного или измененного, только чистое звучание того, что он пел в тот день за своим фортепиано в Дакоте. Как сказал Ринго Старр, это было самое близкое к тому, что мы когда-либо могли вернуть.